SCP-105 Айрис. Начало записи. Объект номер SCP-105. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. SCP-105 на данный момент размещена в зоне 17. Субъекту имплантировано устройство слежения. В настоящее время SCP-105 пользуется общественными привилегиями третьего ограниченного класса, выданными в награду за продолжительное хорошее поведение и сотрудничество с организацией. Собственный фотоаппарат SCP-105, далее SCP-105-B, хранится в запертой сейфовой ячейке на складе предметов высокой ценности в зоне 19. Стандартные меры безопасности немедленного действия, взрывные, химические, биологические и миметические, должны находиться в состоянии постоянной готовности все время, пока SCP-105-B находится на хранении. Категорически запрещается взаимодействие SCP-105 с SCP-105-B без одобрения этого большинством голосов Совета О5. Описание. SCP-105, ранее известная под именем Айрис Томпсон, является женщиной европеоидной расы. Согласно архивным записям, SCP-105 родилась в году, и на момент постановки на содержание ее возраст составлял лет. Волосы субъекта светлые, глаза голубые, рост и вес на момент написания данного документа составляли 154 см и 50 кг соответственно. Никаких нестандартных физических характеристик у субъекта не выявлено. Похоже, что во всех отношениях субъект является нормальным человеком в хорошем состоянии здоровья. SCP-105-B – фотоаппарат Polaroid OneStep 600, произведенный в 1982 году. У SCP-105-B не выявлено каких-либо аномальных физических свойств. Предмет, по сути, является нормальным фотоаппаратом, который штатно функционирует в руках любого пользователя, за исключением SCP-105. В руках SCP-105 любая фотография, сделанная SCP-105-B, перестает быть неподвижным снимком и становится достоверным изображением сфотографированного места в реальном времени. При этом SCP-105 способна просовывать фотографию руку и взаимодействовать с объектами, которые находятся в пределах досягаемости от места, где была сделана фотография. По свидетельствам очевидцев, на месте этот процесс выглядит как женская рука без тела, появляющаяся из невидимого портала, взаимодействующая с предметами и выполняющая действия. В руках других людей как SCP-105-B, так и фотография, сделанная им, не имеет каких-либо аномальных свойств. SCP-105 продемонстрировала ограниченную способность воздействовать на предметы посредством других фотографий, но наилучший результат достигается именно с использованием SCP-105-B. На сегодняшний день только работа с данным устройством позволила SCP-105 достичь заметных успехов в развитии ее способности. Приложение 1. Обстоятельства обнаружения. SCP-105 привлекла внимание фонда вскоре после того, как ее молодой человек был убит. По словам самой SCP-105, в момент убийства она разговаривала с ним по телефону, и он звал ее к себе. Поскольку записи оператора телефонной связи не подтверждали ее слов, SCP-105 стала основной подозреваемой в убийстве. После этого SCP-105 сообщила своему адвокату, что она видела убийство через фотографию, которую сделала с молодым человеком за несколько дней до убийства. Адвокат не счел эти показания достойными доверия и рекомендовал SCP-105 признать вину. Субъект отказалась это сделать и впоследствии повторила свою историю в суде, предложив продемонстрировать свои способности. Именно это событие привело к вмешательству фонда. Субъект была незамедлительно поставлена на содержание. Сотрудники фонда изъяли SCP-105-B из дома субъекта, оставив на месте аналогичный фотоаппарат, и вернули ей. Родителям SCP-105 сообщили, что она была убита в ходе неудачного побега другого пациента во время ее пребывания в психиатрической клинике. Приложение 2. Выдержка из протокола интервью 105-08-44-26. От даты начала протокола. Доктор, пожалуйста, представься и дай краткую информацию о себе, в том числе и дату и место рождения. SCP-105.
Ладно, меня зовут Айрис Томпсон, я родилась в Фениксе, штат Аризона, 12 мая года. Доктор... Хорошо, первый вопрос. Когда ты впервые заметила свою способность? SCP-105. Точно не знаю, по-моему, лет в 10-11. Помню, что смотрела на фотографию океана и вдруг заметила, что волны движутся. Доктор... И что сделали родители, когда ты им об этом сказала? SCP-105. Просто ответили, что у меня слишком живое воображение. Доктор... Когда ты обнаружила, что можешь воздействовать на предметы через фотографии? SCP-105. Когда мне было 11 или, может, 12 лет, мы с семьей ездили в Большой каньон. Когда мы вернулись, я стала рассматривать фотоальбом и случайно провела рукой по одному снимку. При этом я столкнула камешек с края обрыва, и он упал в каньон. Я отчетливо слышала, как он скатывается по склону. Доктор... Продолжай. SCP-105. С того случая я зафанатела от фотографии. Сначала это не всегда срабатывало со снимками, которые я делала, но родители подарили мне Polaroid One Step 600, я вымаливала его у них с самого Рождества. SCP-105 улыбается. Когда у меня появился фотоаппарат, мне стало легче взаимодействовать через фото. Доктор... Это тот фотоаппарат, который мы обозначаем как SCP-105-B, твой личный. SCP-105. Да, сэр. Доктор... На скольких фотографиях ты можешь сосредоточиться одновременно? SCP-105. С моим фотоаппаратом пробовала по 10 сразу, но наверняка со временем смогу и больше. Доктор... Ты уже довольно долго пробыла в фонде. Как твое впечатление? SCP-105 не отвечает. Доктор... Ответь, пожалуйста, мы не обижаемся на такие вещи. SCP-105. Ну, это вроде как новая тюрьма, новые надзиратели. Но я знаю, что со мной могло быть и хуже. Доктор... Ты в последнее время была настроенной на сотрудничество. SCP-105. Я вообще довольно порядочный человек. Еще мне нравится экспериментировать. О некоторых штуках с фотографиями я раньше даже не догадывалась. Доктор... Знаешь, почему я тебя обо всем этом спрашиваю, Айрис? SCP-105. Нет, сэр. Доктор... Мы организуем особенную программу. Если дело выгорит, тебе можно будет покинуть зону и свободно передвигаться по миру. Взамен мы попросим от тебя несколько услуг. Интересно? Конец протокола. Приложение 3. Послужной список в мобильной опергруппе Омега-7. В рамках инициативы «Шкатулка Пандоры» в МОГ Омега-7 Айрис наняли второй. В отличие от команды «Авель», имевшей в составе SCP-076-2, в задачи которой входили ударные операции и захват, команда «Айрис» занималась в первую очередь разведкой и сбором информации. Совместно с комиссией Боу, команда «Айрис» участвовала в более чем 20 операциях. Все они были проведены оперативно и без побочных инцидентов. Первое нарушение дисциплины со стороны SCP-105 было вызвано сменой направления деятельности команды с разведки на убийство. SCP-105 категорически не хотела применять свои способности с целью убийства, несмотря на то, что члены комиссии Боу неоднократно пытались склонить ее к сотрудничеству. Смотри протокол интервью 105-21-65-43. В ходе этих событий SCP-105 испытывала сильный эмоциональный стресс и попыталась симулировать утрату аномальных свойств. Доктор подделал отчет, заверив начальство, что SCP-105 следует перевести в класс «нейтрализован», обработать амнезиаком и отпустить на свободу под систематическим наблюдением. Эта рекомендация была отвергнута. Вслед за этим доктор помог SCP-105 нарушить условия содержания с целью вывести ее из-под надзора фонда. Побег потерпел неудачу, SCP-105 возвращена на содержание. Смотри инцидент X45, сайт 17. Последовавшее расследование установило, что действия доктора были нарочно спровоцированы SCP-105 с целью убедить всех, что она и правда потеряла свои аномальные способности. SCP-105 снова продемонстрировала аномальные способности в обмен на восстановление ограниченных привилегий.
После того, как инициатива «Шкатулка Пандоры» была свернута, все команды МОГ Омега-7 были расформированы, а SCP-105 была переведена обратно в зону 17. Ввиду угрозы безопасности, а также отсутствия необходимости применения, доступ SCP-105 к SCP-105-B был приостановлен. Прочие сведения по МОГ Омега-7 засекречены приказом администрации по архивно-информационной безопасности. Директор Администрация по архивно-информационной безопасности. Приложение 4. Особое уведомление по актуальным мерам содержания. В свете инцидента R1300 зона 17 появилось множество официальных версий и неофициальных домыслов касательно SCP-105 и ее предположительной связи с мобильной опергруппой Альфа-9. Все эти сообщения являются серьезным нарушением режима секретности. Вся информация о МОГ Альфа-9 засекречена. Вся информация о положении дел в проводимых исследованиях аномальных свойств SCP-105 засекречена. Любые сообщения и слухи о том, что SCP-105 стоит или недавно стояла на боевом дежурстве фонда, следует считать заведомо ложными и передавать в администрацию по архивно-информационной безопасности. Директор Администрация по архивно-информационной безопасности. Инцидент R1300, зона 17. Отработанные действия. На территории зоны гремели взрывы. Не то чтобы это было из ряда вон, но похоже, что на этот раз взрывы были незапланированными. В принципе, и в этом не было ничего непривычного, и тем не менее, Айрис была как на иголках. Дверь камеры открылась. На пороге стоял агент, он был моложе ее, с мексиканскими чертами лица, и она не помнила, чтобы когда-нибудь раньше его видела. «105, вставай, мы тебя перевозим». «Наверное, новичок», — подумала она. Большинство сотрудников зоны 17 обычно называли ее настоящим именем, когда дело не касалось официальных документов. Мозгоправы считали, что это поспособствует ее эмоциональной стабильности. Смех да и только. «Мне нужно что-то взять?» – спросила она, вставая на ноги. «Нет времени, позже мы пришлем кого-нибудь за вещами». Он жестом приказал ей поспешить. Она направилась к двери. Времена, когда она сопротивлялась или пыталась сбежать, давно прошли. Куда ей идти? Скорее всего, в итоге она окажется в каком-нибудь месте похуже этого. Мужчина вывел ее в коридор, даже не позаботившись о том, чтобы запереть дверь. В этот момент она осознала, что все идет чересчур неправильно. Гораздо более неправильно, чем ставший привычным, обыденно неправильный ход событий. Какое-то мгновение он колебался, потом скомандовал «сюда». Она едва не предложила помочь ему в выборе пути, но вряд ли он был бы рад такой степени инициативы со стороны ЦИПы. Стрельба была слышна уже совсем рядом. «Держись за мной», — агент расчехлил свой пистолет. В следующем коридоре они увидели трупы. 2 принадлежали сотрудникам службы безопасности. На 3-м была незнакомая черная униформа. Как только агент зашел в следующую дверь, раздался выстрел, и его затылок вывернуло наружу. Айрис в другом дверном проеме пригнулась, вжавшись, насколько было возможно, в неглубокую нишу. Она услышала, как кто-то подошел к двери, задержала дыхание, готовясь увидеть стрелявшего, если он войдет, или наклониться достаточно, чтобы увидеть ее. Мгновение спустя она услышала, как он разворачивается и уходит. Еще некоторое время она стояла неподвижно, потом тихо склонилась над агентом, вынимая у него из руки пистолет. Это было против всех правил, но правилом номер 1 сейчас было избежать смерти в бессмысленной перестрелке, так что пришлось расставить приоритеты. Она направилась в другой коридор. Хорошо бы наткнуться на кого-нибудь, кто сможет ей помочь. Хорошо бы они ее при этом не пристрелили. Вот это было бы замечательно. По пути были камеры содержания, но в них она заходить не стала. Никогда не знаешь, что там внутри, да и в любом случае людей в черных костюмах должно было интересовать именно это, если только их действительно не привлекла коллекция скрепок доктора Джонс. В следующем кабинете она наткнулась на распахнутую камеру содержания. Дверь была снесена с петель. На полу лежало несколько тел, одетых в черное. Над ними, обгрызая плоть с плечевой кости, стоял великан. Ростом 2 метра 40, нос картошкой, со остроконечной головой и заостренными зубами он лукаво улыбнулся, отрываясь от своего пиршества.
«О, Машири, присоединитесь к вечеринке!» Она стиснула пистолет в руке и призвала себя к хладнокровию. «Фернанд?» «Составите мне компанию на моем маленьком пикнике?» – спросил он. «Я делаю утреннюю зарядку». «Нет, спасибо», – отозвалась она, начиная его обходить. «Не быстро, не бежать. Хищников провоцируют попытки к бегству». «Как пожелаете. Возможно, мы встретимся позже. Небольшое рандеву, романтик». Он хихикнул сквозь сжатые зубы. Айрис подавила подступающую дрожь. Все же, как бы ни был ужасен Фернанд, ему, подразумевается Авель, он в подметке не годится. Когда она миновала очередной дверной проем, перед ней возникло нечто по форме напоминающее корову, но целиком и абсолютно черное. Пространство вокруг него было слегка искажено, словно существо делало что-то со светом. Оно начало приближаться к Айрис, которая, не размышляя, бросилась на утек. Лучше уж рискнуть столкновением с людьми в черном. По крайней мере, что происходит от пули, ей хорошо известно. Слыша, как сущность набирает скорость, она обогнула угол и скользнула в дверь, закрыв ее за собой. Как только она прислонилась к двери и затаила дыхание, снаружи загремело стаккато выстрелов. Она бросилась на пол и начала считать до 3, беззвучно ругаясь на коровоподобную штуковину, после чего выглянула наружу. Там было 5 людей в черных костюмах, ведущих огонь по цели, вероятно, метрах в 3 дальше по коридору, используя перевернутый стол как импровизированный щит. Со своей позиции она не могла точно сказать, почему они стреляют, но пули, свистящие над их головами, свидетельствовали о том, что служба безопасности зоны до сих пор продолжает борьбу. Тем не менее, с той стороны стреляли не так уж много по сравнению с силой сопротивления, которую оказывали им люди в черных костюмах. Похоже, что фонд был в меньшинстве, по крайней мере в данном коридоре. Она прикинула в голове свои возможности. Она может подождать, надеясь, что фонд пришлет подкрепление. Но это казалось рискованным. Кто бы это ни был, они были организованы и, скорее всего, имели продуманную стратегию отступления. Стоит им только понять, что она здесь. Она может прикинуться мертвой. Но даже мертвый SCP может быть полезным SCP. К тому же, они могут распознать ее притворство. Она подумала, что кем бы ни были эти люди, они вряд ли будут обращаться с ней так же хорошо, как в фонде. Значит, оставался только один вариант. Она припала на колено, осторожно навела пистолет на цель и сняла ближайшего человека в черном выстрелом в голову. Потом следующего и 3-го вслед за ним. Это было просто. Именно это она ненавидела в подобной работе. То, как просто это сделать. Затем раздался щелчок, и пистолет отказался стрелять. Ни секунды не раздумывая, она применила ту последовательность действий, которая была отработана у нее много лет назад. Основанием левой ладони ударила по магазину, оттянула раму назад, и застрявшая пуля выскочила наружу. 2 оставшихся в живых как раз начали осознавать проблему, когда она выстрелила в 4-го. 5-й уже успел взять ее на мушку, но тут его настиг выстрел со спины. Только когда он упал на пол, Айрис снова смогла осознавать происходящее, и к горлу подступила тошнота. «Это я!» — крикнула она! «SCP-105! Они все мертвы!» Она бросила пистолет, оттолкнула его от себя ногой и опустилась на колени, заложив руки за голову, чтобы агенты могли схватить ее и увести в безопасное место. «Мэм, вам нужно на это посмотреть». Мужчина заметно нервничал, но это было вообще ему свойственно, как малый щенок, ей-богу. «Что там?» – спросила она. Она все еще была немного усталой. Ночь накануне выдалась долгая, впрочем, как и всегда. Но в последний раз, когда он говорил, что ей нужно что-то сделать, была попытка покушения на ее жизнь. Такие вещи она улавливала превосходно. «Запись последнего нарушения условий. Ох, я думаю, что вам стоит обратить внимание на это». Он промотал видео к месту, где была видна молодая девушка. «Да», — произнесла она. Потом «Да, ясно». Она на секунду задумалась. «Да, хорошая работа, Анри, ты был прав. Мне и вправду нужно было на это посмотреть». Она запустила особое приложение на своем телефоне. «Пожалуй, нам всем нужно на это посмотреть». Конец записи.